О, нифига себе! Всем огромное здравствуйте, потому что это вторая серия продолжения того же самого видео, которое о польских продуктах. Мы это все привезли из Польши, мы это все купили в польских магазинах. Это Бедронка, это Kaufland, это Алда, это, короче, Альди или Алда, короче, какая уже разница. Самое главное, это все интересно, и те, кто не посмотрел первую серию, смотрите. Под видео будет вставочка, ссылочка на первое видео, а мы продолжаем снимать обзор польских продуктов, недорогих польских продуктов. А выглядит неплохо. И прозрачность, и плотность. Это такой типа холодца, да, такая? Оп. Да, прикольненько. Я бы даже вот на какой-то праздничный стол вот поставил бы, если вот она такая небольшая и порционная. Вы знаете, запах какой-то очень наваристого бульона. Вы знаете, как бывает, когда какой-то большой кусок мяса жаришь или запекаешь, и вот вокруг вот это вот обтекает, и вот эту вещь так берешь потом и на хлебушек, оба, сверху, там вот это маслица, вот этот вот. И, ребят, если вы меня понимаете, ставьте лайк. Если вы тоже такое любите. Она там такая насыщенная, это вот галаретка. Вообще, интересный такой вкус. Мы привыкли, ребята, к одному вкусу. В Польше, конечно, он немножечко другой, этот вкус холодцов. Поэтому вот эта вот несопоставимость вкусов бывает очень интересно. Я помню, когда-то я привез в Польшу полякам рыбу сушеную. Они вообще просто обалдели. Что это такое, как есть можно было, они не знали. А еще было такое, что вот огурцы есть в банках, а помидор маринованных нету. И ты в магазин приходишь и говоришь, вот видите, вот в огурцы, вот дайте мне вот то же самое, только вот в этой банке должно быть все то же самое, только вместо огурцов помидоры. Они смотрят, такого не может быть. Вы не найдете в Польше маринованные помидоры. Но это вот специфика края, специфика стран, это классно, поэтому ты вот и покупаешь, и делаешь обзоры, это интересно, потому что они разного вкуса, они все разные. Короче, это вообще полностью не наш холодец. И если абстрагироваться от реального холодца, как должен быть холодец, это такое больше заливное. Это делалось отдельно бульончик, отдельно варилось мясо, отдельно морковка, отдельно горошек. Все это складывается и все это заливается. Она больше сладковатая, чем она соленая. Она с неплохим, классным таким, можно сказать, даже насыщенным вкусом. И если его нужно есть, конечно, с соусом. И может я даже второй раз или третий раз я бы себе такой купил, если это цена более подходящая. И таким кусочком даже можно наесться. Он такой, грамм, наверное, тут 150. 150 грамм, и она стоит 90 центов без всяких акций. Нифига себе. Да. Она стоит 4 злотых. Ну, 90 там пару центов. А как оно упаковано? Она очень красиво упакована. Круто. Это индюшка. Без додатку Е. Тут нету никаких Е, нету никаких этих самых. И она вот в таком вот йогуртовом стаканчике. А посмотри, там на упаковке написано, есть там курица. Такое ощущение, что это бульон куриный, а мясо индюшки. Но бульон такой очень насыщенно куриный. Это фирма Дросет, польский смак, точно, вот честно, вот польский, вкус польский. Мясо индыка готоване, да, отдельно 20%. Но я говорю, это сборка вот это идет такая. Это как вот заливное. Да. Это немножечко, И по вкусу это... не немножечко, а полностью другое. Грох, аромат. Мясо, завера, экстракт, концентрат, экстракту, аромат, экстракт дрожжовый,
Приправы, соль. Галарета 67%. Вода, желатин вепшовый, соль, мальтодекстрин. В нем вообще в этом ничего не варилось, в этом бульоне. Он просто такой вкусовщиной сделан. И это не бульон. Это весь вкус от хорошего вкусного индюка. Вот поэтому так и получается. Получается вот такой вот, как бы можно сказать, классный именно продукт в этот момент. Давайте его отправим сюда тоже в правую сторону. Классным продуктом. Так, ну что, горчица? Нет, извиняюсь, ребят, муштарда. Какая нафиг горчица? Мягенькая. Че не смотреть, да? Муштарда и муштарда. Не будем говорить, что это, конечно, напоминает. Запах очень ядреный. Аж прямо такой... О! Я бы сказал, это горчица. Нифига себе. Это не муштардный запах. О, нифига себе! У нас пропало, там появилось. Это, ребят, коллаборация муштарды с горчицей. Я просто вообще в шоке от этих двух вещей. Класс, молодцы, я обалдел. Это реально острая горчица и такая ядреная, но смешана с муштардой. С муштардой очень сильно кислющей. Вот это вот нужно вместе смешивать, вот эту сладость вот сюда, потому что она очень кислая, мало соленая, но с какой-то, ну, остроты не чувствую, но острота горчичная. И такая, серьезно. И с небольшой, конечно, вот этой горчинкой, она присутствует, горчичной горчинкой. Здесь все написано. Так она без сахара, типа. Поэтому она такая кислая. Да, это муштарда, ну, Дижон. Да. А сколько эта вещь стоит вообще? 70 центов. Ну, мне понравилось. Немножко я бы в нее, вот это без додатку цукру, я бы в нее, конечно, сахар бы добавил. Немножко сладости. Но вообще такая прикольная вообще фигня. Очень интересным вот этим вот ярким вкусом. Да, ребят, и вот извиняюсь. Всем приятного аппетита. Потому что я знаю, что как бы всегда получается, что вы кушаете что-то вкусненькое, а я уже кушаю то, что мне, конечно, достается. Поэтому еще раз всем приятного аппетита. Но тут прямо уже какой-то завтрак получился. 3 сосиски, огурчики. Ну, тут уж супер. Так, ну что, давайте сразу затестим на мягкость. Она прямо лопнула. А ты ее разрезала по длине? Нет. Ну, лопается она не лопается, но она очень мягкая. Я бы не сказал, что очень, но мягкая. И вы видите у нее вот этот вот разрыв упаковки получился интересный. Так, ну что, давайте вот так вот возьмем кусочек. Ой, вы знаете, это плотный. Вот сравнить ту, что я берлинки вот эту вот с хабанеро раздавил, где все из нее выдавилось, это, конечно, совсем другая сосиска. Небольшая копченость, мягкая такая. Офигенно. Это индюшатина или курятина. Короче, это птица какая-то. Нежная, сладковатая, немножко копченая. Вот это вот не упругость, а мягкость такая, ну, мясная. Ну, короче, без никаких посторонних вкусов. Классная сосиска. 7,29. Это, я думаю, не евро. Нет. 7,29 за эту пачку без акции.
Да, это паровки с перси курчака. Это грудка, куриная грудка. Евро 71. Евро 71, 90% ребята мяса. Она классная, она вкусная, она не расплывчатая. Ну, короче, я вот такие вот 100% я бы себе опять купил бы сосиски. Мне нравится. За евро 71? Ну, это шикарно. Сколько здесь? 200 грамм? 200 рано стоило 4,59, это евро 10 примерно. Евро 10 с Ну, акцией. это с акцией. Я понимаю, но евро 10 Да. за 200 грамм. Ты купил только одну пачку. Это 5,50 за килограмм. Я одну пачку купил. Да. Что, завтра опять ехать в Польшу? А что делать? Вот так всегда, ты понимаешь? Вот надо помнить вот это вот видео, его здесь вот себе записать. И в следующий раз, когда я захочу ехать в Польшу, я обязательно посмотрю, какие вот эти вот сосиски, и я их буду в следующий раз покупать. Даже пускай она будет без акций, даже по той самой цене, но я это буду покупать. Берлинки, вот эти сосиски, вот этот сыр, вот эту пиццу, вот эту селедку. Классно, вот, супер, молодцы, ребята. А огурчик такой маринованно-соленый, но огуречный запах. Не убитый уксусом. Вот там можно другой какой-нибудь еще. А ты думаешь, они разные? Они все такие. Угу. Они мягкие. Хоть и маринованные, но почему-то мягкие. Классный такой вкус. Да. Он нежный, не очень уксусный. Соль, сахар, все на уровне, все офигенно, но не очень мягкие. Они такие... Огурец, он должен быть хрустящий, он должен быть крепенький. А этот как будто испорченный какой-то продукт. Столько здесь всего. Лук, чеснок. Лука не вижу, но чеснок. Здесь горошины этого перца, укропа, горошины горчицы. Ну, вообще все классно, но очень мягкий. Да, это Он здесь. Kaufland. Это даже марка его, как я понимаю. Kaufland. Цена евро 24 за эту большую банку. Kaufland PL, но сделано у нас Агрос Нова Парув Польска. Да, Трау Гута. Да, продукт польский. Классно этот, консервированные огурки. Так, ну что, еще одна сосиска. О! Ого! Обалдеть! Вот это вот плотность, ребята. Так, ну что? Ух ты! Она даже режется так. Вот. Ну, это средний по мягкости, но ломается она очень плотно. Может, здесь этот коллагенчик очень плотный. Ну, так себе по хрупкости, но давайте пробовать. Нет, это уже свинина. Это уже свинина. Он вкусный, только что он мягковатый, да? А так вот, Да. по сравнению с нашими, вот то, что мы делали, этот тест с сосисками. Вот это вот большинство, можно сказать, ну вот единственные вот эти вот только что. А так они все такие, подожди. Это единственный в ней минус, что она мягковата чуть-чуть. Но это не жирность, это не плывучесть. Это хороший вкус мясной свиной сосиски. Я думаю, что это свиная сосиска. Он минимум копченый, даже можно сказать вообще без копчености. Это Kaufland опять. Сосиски свиные, 94% мяса. Но ты знаешь, что мне понравилось, что они все-таки, ну, мне кажется, что это будет недорогие, да, 250 грамм. 90% в ней шинки, натуральные ароматы, натуральные приправы, экстракты приправ, соль, регуляторы кислотности, аскорбат, сода, глюкоза и консервант есть азотин-соду. Евро 40 за эту пачку. 250 грамм, да это шикарно просто. Это с акцией евро 40? В Kaufland вообще почти нет никаких. А, акций, это такая вот поэтому- нормальная цена? Да, это их регулярная цена. Красота. Ну, Ребята, вы ребята.
Друзья вы, ребята. Ну это класс. Я уже это класс, уже устал, наверное, говорить, но это хорошие, вкусные сосиски. Вот это, ребят, опять что-то вроде муштарды. А вот это уже запах хорошей муштарды. О, она с перцем. Острая. Ух! Ого! Острота такая. Даже остается. Сосисочкой вот так. Если бы еще хрустящий огурчик не долетел. Убежала от тебя. Вещь. Она вкусная. Вот эта кислинка, вот эта муштардость. Немножко мне не хватает более такой однородности и плотности. Но вкус, как для муштарды, классный. Не пересол, не пересладкость, ничего. Примат. Та острая. Целых 4 перц. А это тоже классная вещь. Мне понравились. Ух, какие хорошие. Так, один я вижу, наверное, сметана, а второй майонез. Давайте начнем более с чего-то нежного. Но это не очень хороший продукт. Он немножечко, видите, расслаивается, и у него не плотная однородность. Я думаю, на вкус будет крахмальность. Очень сметанный такой запах кислотности. Она только с виду есть крахмальность, а так классная, кисленькая, нежная, сливочная сметана. 18%, да, она не очень жирная. И как бы, да, сливки пастеризованные скроби. Что такое скроби? Не знаю. Культуры бактериальные, термизована. Ну и прогретая, это самое, ну... Евро 17 за эту пачку. Евро 17, но это не очень сказать, что дешево. Ну, это даже наша цена. У нас в Максиме тоже евро 20, по-моему, 18. Так, майонезик. Очень плотный. Видите, какой он? Аж прилипает. Даже, я бы сказал, чересчур такой. Он даже яичком пахнет. Очень небольшая кислинка. Хорошее, классное масло. Сладковатый. Минимум соли. И привкус какой-то даже сливочности. Как будто в нем сливочного масла какого-то добавлено. Что он, это очень лайтовый, очень нежный, но очень густой продукт. И яичко отдает. Ну, короче, такой он очень нежный. Ну, ничего. Или мне после горчицы он такой нежный? Но он такой кисленький немножко. Есть кислотный, он есть кисленько, но она такая нежная. Как бывает у них вообще, польский бывает. Он же такой, как муштарда. Такой, такой. Неплохой, не противный. Деликатесный, с яичком написано. Ну, блин, ну так красиво все. Да, масло 79%, вода, желточек яичный, курчаго с хову на свободном выгуле. 6% этого яйца. Поэтому сразу и чувствуется, он даже на запах, есть яичность в нем. Сахар, уксус, муштарда. Ну, короче, вот в нем все, что должно быть, только Е805, 825 есть. Даже в нем еще этот самый лимонный сок. И вы знаете, что, наверное, у меня чуть-чуть сбито вкус, запах, ощущение сладости и кислотности. После, наверное, все-таки муштард. Хороший майонез, очень нежный, очень кардинально отличающийся от Хелманс, от, я не знаю вообще насколько, вот, конечно, мы один пробуем, ребят, вот этот вот польский. Если вам что-то еще интересно, в комментариях вы обязательно напишите. Может быть, даже специально можно будет съездить
и купить, например, линейку майонезов и линейку, например, каких-то селедок, да, ну вот что-то вот такую какую-то соединение одного, второго, третьего, вот как-то вот это все сделать. Мне классный. А он дорогой или нет? Сколько майонез Евро стоит? 40 за эту баночку. Евро 40? Без всяких акций. 400 миллилитров? Да, Недорогой. недорогой. Но тебе понравился Да, он? мне Мне понравился. Даже если ты его так не будешь есть, ты все равно в салат Не запустишь. знаешь, что в нем напоминает? Вот тот, который делаешь сам. Потому что в нем именно все составные есть, которые должны быть в хорошем майонезе. Класс. Какой-то... Вау, он как глинтвейн. Это алкогольный, этот... 12 градусов. Я помню, да, покупал. Очень хотелось попробовать. Что это вот такое? Давайте сразу Сначала откроем. попробуй. Да? Ну давай. Обрадуешься раньше времени. Но мне это как глинтвейн. Но не сказала бы, это как вино. Но запах тот же, гвоздикой, корицей. Ну что, ребят, всем на здоровье, вкусных вам всегда продуктов и хорошего настроения, мира. Очень сладкий. Сколько он градусов? 12. Да, очень нежный. Но я бы сказал бы какой-то глинтвейн, только немножко... Его, наверное, горячим надо пить. Его, наверное, ребят, надо не холодным, а горячим. Я, наверное, одумался, ну, это как раз вот такая вещь, которая очень хорошо вот этот согревает, он, наверное, так же это называется, но очень такой яркий. Вот кто, если глинтвейны не любит, то это покупать не нужно. А если кто любит, то классно. И вот Чили. и в нем чили, и в нем чувствуется это чили. Немножко чувствуется. Не сильно, не убойственно, но чувствуется. Короче, интересная такая вещь. Для меня, конечно, открытие. Не сказать, что это новый какой-то вкус и что-то такое вообще полностью непробованное и неизвестное, но... А что с ним надо делать? Это гжанец с паприкой, вспульни, пикантное. Короче, я думаю, что это все-таки, наверное, горячий. Ребят, кто знает, в комментариях обязательно напишите, очень интересно. Будет, наверное, всем, как это употребляется. И я думаю, что, наверное, горячий, так же, как глинтвейн, наверное. Ну, короче, классный, хороший, нежный. 4 евро за эту бутылку. Это как в Испании вино, да. У нас в Икее безалкогольное столько стоит. Даже меньше, там 0,7. Не, ну это понятно, да, конечно, алкоголь дешевый, и большинство, наверное, нашего брата чешет в Польшу за алкоголем, потому что он там реально очень дешевый, но 4 евро, ну да, это так. Я бы никогда не отгадал бы, конечно, сколько он стоит, что он может стоить 4 евро. Вот это будет, конечно, классно. Но здесь столько всего. Лук зеленый, горошек, морковка, какие-то приправы, перчики. Боже, какой состав. Но выглядит классно. Все мелко порезано. Кто-то в комментариях там писал, что салат не должен быть мелко порезанный, чтобы не превращаться в однородную массу, что-то написано, или в кашу, что-то такое. Но, ребят, кому нравится, когда вам порублено все это? Один кусок треугольный, второй квадратный. Все это вот такими вот кусками, как в греческом салате. Ну, может, я не прав? Может, я как-то из другого мира какого-то, что мне именно нравится все это такое более-менее вот аккуратненько. Но вот полякам тоже нравится все аккуратно. Интересный. А ты пробовала? Рисовым салатом пахнет каким-то. Это, друзья, вариация такого вот белого салата. У нас он называется литовский, потому что он без мяса. Наминис. Да, это наминис, точно, домашний типа. Но он без мяса и без колбасы. Здесь нету никакого мяса, но здесь есть зеленый лук, здесь есть черный перец, плотненькая такая классная картошечка с морковкой, много горошка и заправлен каким-то соусом майонезным, но как будто еще какой-то со сметаной или что-то такое какое-то добавлено.
Короче, классный, интересный продукт, интересный вкус. И мне на вкус он, ну, неплох. Салатково-жирная. О, мамо. И здесь у нас картошка, морковка, горошек, солера есть, парей есть, огурок консервированный. Но огурца здесь очень мало. Очень классная подача, классная банка, классный продукт, вкусный. Лиснер, молодцы, мне нравится, классно. Полкилограмма в этой пачке. Полкилограмма. И сколько это стоит? Евро 17. Евро 17 всего лишь. Полкилограмма. И это с акцией евро 17? Без акции, просто так. Обалдеть. Я бы сам бы им хрена резал. Ну да. Ну реально, вари, пердолься. Купил за евро 17, классный, вкусный. Не какой-то перемайонезенный, не какой-то в это самое. Молодцы. Ну, начнем вот с этой вот потемнее. Вот так вот ее просто покромсаем. И раздавим. Паштет. Это, ребят, опять паштет. Вот очень мне что-то это напоминает. Опять берлинки. Вот именно с хабанеро. Очень похоже. И по цвету, и вот по этой вот составной мяса. Тот же запах дешевой такой сосиски. Фу. Он расплывается. Жирный. Мясо плывет. Такая дешевая, невкусная. Единственное, что в ней, это классно, это острота. Опять это со стринкой, только более лайтовый, чем хабанеро. Ой. Ну вот один в один, два брата, да, классная упаковка. Все без всяких ГМО. Даже, наверное, будет... У нас здесь навалено, что тут мясо хреново туча. Мясо 71%. Нет, ребят, я не знаю, может тут и мяса много, но это сосиска та, которая кардинально отличается вот от этих вот трех. Очень жирно, я уже говорил, мне не нравится. Точно левый продукт, фу. Но вот это что-то очень плотное, она даже не болтается. Торчок такой, крепкий, просто обалдеть. Ого, ее резать надо. Это упаковка, наверное, такая у нее тут. Она, ребят, очень крепкая, она очень плотная. Внутри как бы так однородная, но плотная. Плотная сосиска. Невкусный продукт. Очень толстый коллаген, коллагеновая оболочка. Она с таким каким-то привкусом. Очень толстая, очень грубая, плотная. И внутри мягкий жирный продукт, опять же, с каким-то привкусом. Сразу мне даже показалось, что она какая-то молочная. Но потом опять как-то навалило, и остался жирный привкус какой-то бяки. Что это вообще такое? Опять это. Это прям какой-то турбо краина Вендлин. Что у нас? Вот у них сосиски как бы еще вот эти вот сардельки были. Ну, вот, ну, неплохо. Не скажу, что прямо вот бомба, супер, красная, но такая себе. Но вот это вот телячьи. Это говяжья сосиска? Свиная с говядиной? Я честно хотел сказать, что это курятина, ребята. Мясо 90%. Да, шинка 80%, а говядины здесь 10% только. Но 90% мяса. Ну нету здесь этого. Здесь мясо, если мясо называть вот просто мясо. Вот все, что есть в свинине, вот это мясо. Кости, сердце, шкура, сало, все вот это мясо. То если вот это все называть мясом, тогда да, я понимаю, это мясо. Это мясной продукт, да, какой-то. Ну что, черный шоколадик. Внутри он с чем-то, с какой-то начинкой. Но к рукам он не прилипает, и от рук он
не тает. Я уже вижу, что это вафел. Очень классный черного шоколада запах. Он сразу уже чувствуется кислинка. Я думаю, процентов, наверное, каких 60. Тут, наверное, какао. Вот в этом. Очень классный, качественный черный шоколад. Реально шоколадный, реально такой не маслянистый, а именно с такой кислинкой, даже небольшой горчинкой. Внутри начинка тоже что-то с какао связано. Какая-то, не тоже, а внутри какое-то какао, масса с какими-то кристалликами или сахара, или что-то такое. Оно так нежно пощелкивает, похрустывает, искрится. Какой-то типа вот какао, вкус кофейный какой-то. Не какао, кофейный вкус. Внутри вот этот расплывается с шоколадом. Очень вкусная шоколадка. И она не расплывается во рту. Она остается такой вот плотненькой. Я даже не знаю, какой ты попробовал. А здесь два вида? Да. Но это кристаллики вафли. Это вафельки. Так, сейчас я только посмотрю, сколько шоколада. 50%. Но я бы даже сказал бы, что здесь 60%, потому что он реально такой качественный. Классный. Мне вкусная шоколадка. Супер. Давай попробуем вторую. Я думаю, это вот это будет. Опять такой же, точь-в-точь такой самый. Угу. Здесь другая начинка. Я не могу сказать, с чем она внутри. Это не фрукты, это с какой-то кислинкой, какой-то крем внутри. Как ты не можешь сказать? Это же Малага. Малага, Испания, да, испанская Малага. А здесь у нас каштанки. Вевел каштанки, а это Вевел Малага. Но здесь изюмом. Но, ребят, я не скажу, что это прямо изюмный вкус какой-то есть в ней. Но то, что изюм, он более нежный, и плюс он не кусочками, он здесь перемолотый. Шоколад, наверное, из этого. Но шоколад очень классный. Шоколад просто офигенный. Вот редко ешь, и как в нем еще написано 50%, а здесь 60%. А в этом даже 60%. Я не скажу, что я сильно чувствую отличия между вот этими двумя шоколадами, но мне он очень классный. Почему-то у них есть отличия в цене. Ну, потому что это 60%, 60%. Да, и это а это 50%. Вот в этом вот и есть разница. Каштанки стоят 86 центов, а Малага стоит евро 36. И интересно, что в каштанке 100 грамм, а в Малаге 92. Так еще она еще дороже. Да, она еще дороже получается. Итак, ребят, огромное спасибо, что вы посмотрели это видео. Всем спасибо, всем вкусно. Мне было реально вкусно, мне было очень интересно. Наверное, здесь видео, конечно, не про цены, а более сопоставление наших литовских вкусов с польскими вкусами. Они прошли, можно сказать, успешно. Да, конечно, вот эти вот, наверное, дешевые продукты, они и должны быть такими, но хочется, чтобы дешевый продукт был бы еще и как-то по-натуральнее, можно сказать. Или хотя бы казался бы на вкус дорогим, ну, хорошим продуктом. Получается это не всегда. Вообще, ребят, не скажу, что вам нужно ехать в Польшу и обязательно там закупаться, но я съездил не зря. Я получил очень большую кучу эмоций от этих продуктов. Классный. Мне понравилось, что много сосисок хороших, вкусных, селедка, сыры. Короче, классно. Подписывайтесь, ребята, на канал, потому что для того, чтобы снимать вот такие вот большие обзоры, много продуктов, много разных продуктов, для этого, конечно, нужны деньги, для этого нужно подписываться на канал, чтобы канал рос. Поэтому каналу приятно, вам приятно и нам приятно. Спасибо вам, ребята, что вы есть, спасибо, что вы смотрите, потому что я могу делать эти обзоры не только для себя, а еще и для вас. И если вам это нравится, то, конечно, ставьте лайки. Тот, кто не подписан, подписывайтесь на каналчик, прожимайте колокольчик, и вы всегда будете в фокусе новых видосов.
Всем всего самого лучшего, вкусных продуктов. До новых встреч. Мира всем, ребята. Пока.